Друзья, всем привет! Заказал я гигантские дюралевые плиты из D16T под фрезеровку деталей на гоночный болид. Ну вы знаете, на какой гоночный болид. И вот хотелось бы фрезеровать с помощью этого друга уже наконец-таки начинать. Но здесь еще столько работы, что я даже не знаю. Мне кажется, он завершится в одно и то же время, как и гоночный болид. Что ж, буду его в очередной раз расчехлять и продолжим сборку. По-прежнему беспокоит меня система смазки, но насосик я уже приобрел. Попробуем, что получится. В комплекте пластмассовые трубопроводы и металлическая оплетка для армирования, чтобы стружечкой не поплавила пластмасс. Ну и сам насос. Какой-то он весь масляный, а он легкий. Надо бы попробовать, да? Не знаю, как испытать его. Давайте вот в эту сторону выстрельнем. Вот, видели? Ого. Ну вот так, друзья. Работает. Отлично. Довольно четко. Данный насос используется для смазки направляющих станка. Поэтому в комплекте должны быть распределители. И они здесь такие есть. И мы сейчас узнаем, что они из себя представляют. А вот обратите внимание. Здесь есть краники, с помощью которых можно настраивать. Либо это просто заглушки. Надеюсь, краники это. О да, это иголочки, и можно сделать регулировку. Это очень круто. То есть на каждый канал нужно свое давление. И мы можем это самое давление отрегулировать, чтобы одним качком именно шло во все каналы, а не только лишь в какой-то один, в тот, где проще всего проход. Раз коллектор. Что-то тут еще есть. Так, это штуцера, это то, что надо закручивать в станок. Я там уже, правда, позакручивал, но тут большего диаметра. Неужели перекручивать теперь? Вот такие. Ну, еще какая-то большая непонятная пачка. Еще один коллектор, что ли. Коллектор Ой, их тут два. Ничего себе. Это что? Это как? Они что, что-то лишнего положили или так и должно было быть? Что-то не пойму я. Ну вот так, ребята, есть с чем работать. Ну вот, собственно, вот так он и устанавливается. Самая большая проблема заключается в том, что очень сложно компактно расположить подводящие трубки. Но я справился, друзья. Даже надел армирующую гофру. Для трубок здесь реально очень мало места, потому что ходит гайка. Обратите внимание, что здесь практически нет люфта теперь. Ну, надеюсь, все хорошечно забазируется. Сейчас будем ставить винт. Я это, кстати, уже делал неоднократно. И посмотрим. Ну, а сам насос работает просто офигенски. Такими движениями мы качаем масло в направляющие. О, уже закапало что-то. Пару раз качнул. При работе масло выходит из одного штуцера, подается в коллектор. Но коллектор здесь не из простых, потому что присутствуют регулировочные винты. Вот что они из себя представляют. Есть уплотнение и запорный конус. То есть мы можем не только запереть, а еще можем отрегулировать подачу. То есть можно сделать так, чтобы одним качком сразу подавалось равномерно на все направляющие. Потому что для некоторых требуется большое давление, как, например, для этих и для этих направляющих. Ну а нижнее, вот это направляющее, требует малого давления, потому что масло подается не напрямую в направляющие, а вот сюда, в канал. И соответственно, если бы все подавалось равномерно, то масло бы в первую очередь пошло туда, где требуется меньшее давление. А туда, где нужно большое давление, оно бы вообще не пошло. Но зато сейчас я вам могу продемонстрировать, как оно работает. Смотрите вот сюда. Надеюсь, всем было все прекрасно видно. Пока все делал, поналивал очень много масла, оно уже даже из-под станка начало протекать. Получился вот такой небольшой бардак на столе. Ну, это неизбежно, друзья. Я в чистоте и в порядке не умею работать. Я работаю примерно так, но зато очень быстро.
Можно, так сказать, двигаться дальше. О, кстати, только что, друзья, вот прям только что обнаружил огнетушитель. Оказывается, он у меня был. Хорошо, что я его не использовал, когда горел магний. Засыпал бы всю мастерскую. Хочу накрутить гайку, надеюсь, задевать не будет ни за что. Годится. Ох, чувствую, ругаться вы, ребята, будете. Ох, чувствую. Смотрите, я уже практически собрал станок. Обратите внимание, стоят уже две коробки. Мало того, я уже установил двигатель на свое место. И даже установил переходной вал с защитным устройством. Вот они коробки. Так себя чувствуют. Ничего еще намертво не закреплял. Здесь вопросы по масляному насосу пока что еще не решены. Не решен вопрос с продольной подачей. И надо установить стол. Кстати, стол приехал уже. Ребята, смотрите. Это нам с Жекой отреставрировали наши столы. Я надеюсь, все вы помните, с какими бороздами он был. А теперь вот он, смотрите, практически новый. То есть здесь заваривалось все и шлифовалось. Осталось только вот маленькое пятнышко такое. Ну а так стол в целом ровный, в целом почти новый. Что не может не радовать, потому что почему-то все время на этих фрезерных станках столы просто в усмерть убитые. Сделал я эту пакость, ну то есть собрал без видео, потому что, ребята, пришло вдохновение, а камеры не было под рукой. И я не смог отказать себе в удовольствии продолжить собирать фрезерный станок. В принципе, от этого особо ничего не меняется. Самые главные фишки, такие как масляный насос, я вам показал. Также еще предстоит пересобрать еще один узел, очень такой непростой. Вот этот агрегат надо пересобрать. Здесь очень убитый вал, причем и с той, и с другой стороны. Потом надо муфту как-то с этим всем поженить, выточить втулки новые. Вот, смотрите, масштаб катастрофы какой, видите? То есть вот этого быть не должно. Надо этот люфтик убирать. То есть надо точить новый шкив по факту. Ну, либо реставрировать втулки там делать и перетачивать, все равно ручьи надо по-любому. Благо резец у меня есть, потому что в данный момент как раз таки такими шкивами занимаюсь. Точу шкивы на реактивный велосипед и сделал резец. А подходит, смотрите. То есть не просто так я его делал, в принципе то, что надо. То есть видите, как все это дело перекликается у меня в мастерской. Получается, интуитивно даже делаю некоторые вещи, которые потом помогают делать другое. Если честно, то уже давно хочется снимать как можно больше видео. А чтобы это делать, друзья, надо видео делать просто немножко покороче. А иначе по-другому не получается. На одно длинное видео, 20-30 минутное, тратить нужно чуть ли не целую неделю. Ну, опять же, смотря как пойдет. Это, в принципе, особо ни о чем не говорит, но как вы относитесь к тому, если видео будут чуть-чуть покороче, но будут чаще?
возникать. Просто хочется узнать ваше мнение. Не факт, что у меня получится это, ну просто ваше мнение интересно. Ну а у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. Ждем следующих видео, что все падает.